UFC Лондон, Роман Долидзе против Кристиана Лероя. Я тоже не особо Данкана. знаю. Да, я путаю с Мовсором, потому что он с Лероном, ты с Лероем. Роман, 8 почти месяцев прошло с момента последнего боя. Да. Это очень непривычный для тебя график. В чем причина? Долго отходил от поражения? Ничего конкретно моей причины в этом нету. Как UFC дали бой. Ну, они предлагали пораньше бой. Я должен был драться в Австралии с Пауло Коста. Но Пауло Коста сам хотел этот бой, но потом под конец отказался. Непонятная ситуация. Но UFC хотели организовать. Подожди, это в Сиднее или в Сиднее, да. Так Пауло Коста, он вообще уже поднимается и Ну вот будет после драться меня решил поднять что-то непонятное. Испугался? Я не знаю, что происходит, ответа нет. Будем разбираться. Да. Мне позвонил матчмейкер, спросил, я говорю, конечно, буду драться, хочу драться. Ничего, что далеко лететь и акклиматизации? Никаких проблем не было. Сейчас в итоге мы в Лондоне, бой против англичанина. Все против тебя. Сразу согласился на этот бой или? Конечно, почему все против меня? Трибуны, англичанин. Ну и что, какая разница? Погода. Это моя работа. Какая разница, где я ее буду выполнять и делать? Я буду тут в Англии или в Америке. Я никакой разницы не вижу. Я сколько раз в Америке дрался против американцев. Какая разница? Согласен. Соперник такой, что, судя по всему, против него нужно уже будет включать грэпплинг наконец. Наконец, да? Скорее всего, думаю, будет грэпплинг, сабмишн. Ну а как тебе его ударка? Не, хороший парень. Ну, понимаете, я никогда никого не оцениваю и не переоцениваю. Не недооцениваю, не переоцениваю. Мы все хорошие, очень много хороших ребят у нас выступают в UFC. Слабых оппонентов, тем более на уровне, где я выступаю, нету. В принципе, я уже 4 года в топах, топ-10 3 года, и все мои соперники топовые бойцы, поэтому в этом плане я не переживаю особо. Хороший ударник, я готовился и готов ко всему. О подготовке. Она проходила в этот раз не в Синдикате, а в Польше, в Варшаве. Да. Почему так? Во-первых, поближе к Лондону, мне было так гораздо комфортнее, и хорошая команда, вот хорошие ударники, конкретно ВЦА зал называется, и, соответственно, подтягивали борьбу, готовились с хорошим ударником, все, что нужно для этого боя. Там Блахович, по-моему, был в кемпе. Ян тоже был, да. Как, удалось с ним поспарринговаться? Конечно, почти два раза за спарринги, 2-3 раунда я с ним делал. Сейчас шкурный вопрос. У него ж скоро реванш с Богданом. Я что-то слышал. Гуськовым, да. Он уже начал кемп? Я же не люблю, я инсайдерскую информацию не выдаю, но я и с Богданом дружу, и с Яном. Я всегда говорю, пусть победит сильнейший. Это спорт, и мы как раз для этого и есть тут. Поэтому посмотрим, что будет. Но насколько удобной в этот раз получилась подготовка, потому что новый зал, новые партнеры, новая команда, как я понимаю. Да, я такого рода спортсмен, что на такие вещи редко обращаю внимание. Самое главное, чтобы были хорошие спарринг-партнеры, подходящие под конкретный бой, под конкретного соперника. И мне кажется, что они были у меня в эту подготовку. В Варшаве привычно было? Просто я каждый раз, когда в Варшаве, я слышу исключительно русскую речь на улице. В Варшаве много украинцев, да. Потому иногда слышим украинскую речь часто, иногда по-русски кто-то разговаривает. Но я особо не гулял там, хотя попал в время, когда было очень холодно. Мне это нравится, холод очень понравился, минус 16 было, много снега. И, в принципе, комфортно себя чувствовал. Сейчас не самая приятная тема, твой бой с Флаффи. Да. Он вроде бы... Любую тему можем обсуждать. Это же моя... Я же никуда не убегу от своей жизни, от того, что было в моей жизни. Поэтому на любой теме можем говорить. Распад Советского Союза. 91 год. Я 8-го года рождения, Союз развалился 91-го, согласен. Так, давай, Флаффи все-таки. Давай. Начался бой... Не будем о Союзе, значит. Не будем о Союзе. Хорошо. Начался бой неплохо, а закончился, примерно как Союз. Да, жалко, и то, да? Да. Давайте скажем, были нюансы. Я не люблю никогда махать кулаками после боя. Случилось то, что случилось, произошло то, что произошло. Были нюансы подготовки. Стрикленд там сказал на пресс-конференции,
Ну, я его поздравляю, хороший спортсмен, молодец. Все, что я могу сказать про это. Но наверняка, не знаю, пересматривал, не пересматривал этот Не, бой? не смотрел, Нет? нет. То есть даже не думал, что можно было сделать иначе? Да, всегда можно найти, что можно было бы сделать иначе. То же самое можно, а что можно было, если бы я кого-то там нокаутом не выиграл, не стал бы топ-8 номером Кермаса. Поэтому я к этому очень прохладно, поверхностно отношусь. Что я не к проигрышам, а в плане вот сидеть, все это передумывать, все это обжевывать, не считаю правильно. Но не обидно, смотри, у тебя была серия из 3 побед, ты проигрываешь топовому оппоненту, Да. после этого, собственно, откат назад. Не в плане рейтинга, хотя там тоже немножко, но Да. в плане того, что сейчас, чтобы дойти до бойца уровня Флаффи, условно говоря, тебе снова нужно, И еще одна победа, и больше ничего не нужно. ну, которая в Лондоне будет, да? Ну да, даже до победы будет. Но он не в рейтинге, Ну что? да? Какая разница? Вот, Шон Стрикланд, на примере, когда дрался с Имамовым, не с Имамовым, не с Имамовым, забыл этого, я его знаю, забыл его имя просто. Выпало из головы, и сагонка сказывается. В общем, Шон дрался в мейн-ивенте, не рейтинговый был оппонент, и Шон выиграл, ему дали бой за титул. С Костой Нет, на 302. нет. А, не, подожди, он в рейтинге был. Неважно. Да. К слову про Шона. Да. Он тебя удивил, как он легко разобрался с Флаффи? Бои всегда зависят от стиля. Я тренировался с Шоном, и я знал, что, во-первых, его можно переводить, но тяжело удержать. Его можно переводить, но можно и нужно ему болевые сразу же делать. Или в стойке нужно иметь физическую мощь и останавливать его физикой в стойке ударной. У Флаффи ни стойки не было, чтобы физикой его остановить, ни партера такого, чтобы он ему болевой мог сделать. Поэтому для меня это более-менее закономерная была победа. Сейчас он сразу же получил бой за титул. Да. Справедливо? Что он даже Имамова обошел. Легко, тяжело говорить о справедливости. Это UFC, это организация, это как мой продуктовый магазин. Что хочу, то и продаю. Вот они делают, что хотят. Это же не спорт в таком понимании, как мы привыкли, там, турнирная сетка. Нет, тут они продают продукт, и что им выгодно, так они и продают его. Он уже давно говорит, что он единственный, кто может что-то противопоставить Чимаеву. Да. Как думаешь, это правда? Чимаев очень хороший, сильный атлет, сильный спортсмен. Я думаю, его никто не остановит в борьбе. В том плане, что он сможет перевести кого угодно. Но другой вопрос, сможет ли он что-то Шону сделать. Но я скажу, что он может Шону сделать, но и скажу, что и Шон может тоже найти ключи для того, чтобы с ним справиться. Бой крайне интересный. Посмотрим, что будет. Ну, Эрнандесу он не давал себя перевести. Чимаев, мне кажется, в первые 20 секунд к нему в ноги бросится. Эрнандес по-другому. Эрнандес, он тебя не переводит за счет своих технических и физических навыков. Он постоянно на тебе сидит просто и заставляет тебя устать. Чаще всего он проигрывал всегда первый раунд или начало боя, а потом побеждал за счет того, что выносливостью дожимал соперника. Возвращаемся в Лондон. Я знаю, что за ММА ты не сильно следишь, но тем не менее в главном событии, пусть и не в твоем дивизионе, но Да. будет довольно интересный бой. Да. Что Конечно, думаешь? я Мавсара знаю, мне как минимум только из-за этого интересен бой. Он очень хороший, как человек прежде всего, он для меня, и я болею за него. Как думаешь, получится у него? Должно получиться, почему нет? У него есть все для этого. И если получится, как думаешь, он все-таки за титул должен драться или? Да он за титул должен драться уже очень давно. Поэтому опять гадать и вилами по воде, придумывая, может он и должен драться он за пояс или нет. Он давно уже должен был за пояс драться. Ром, и последнее. Когда ты выйдешь в октагон, будет поздний вечер субботы Да. в Тбилиси и во всех городах СНГ, где тебя тоже поддерживают. Почему людям в субботу не нужно уходить спать пораньше, а нужно остаться и включить телевизор? Никто никогда не знает, как я становлюсь своего соперника. Точно примерно такая же ситуация была в 2002 году, когда я с Кайлом Дакасом дрался, с американцем в Америке. И я был очень большим, так скажем, он был очень большим фаворитом. И я его остановил в первом раунде нокаутом, сломал ему в 3 местах лицевую кость. Так что никто не знает, что может случиться. Ну, Пусть не моргают. пусть бой становится, потому что ты молодец. Конечно. И тогда, надеюсь, Другой задачи пока что у меня нет. у нас
тоже цели такие. Поэтому удачи. Спасибо. И будем надеяться, после Спасибо. боя будет о чем поговорить. Благодарю. Обязательно.